So we're continuing this evening with our study of the book of Exodus. Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем изучать книгу Исход. And we are looking this evening, beginning in Exodus chapter 12. Мы сегодня разбираем 12 главу, мы читаем с нее. We'll see how far we get, maybe probably through the middle of 13, maybe not that far, depending on. И там посмотрим, как далеко мы продвинемся, может быть, до 13, может быть, до середины 13. Let's begin this evening by reading our passage. I just want to see how far we really should read here. So let's just go ahead and read chapter 12, verses 1 through 28. Давайте мы сейчас 12 главу прочитаем с 1 стиха по 29. Then we'll pick up with the remainder of it when we get to that point. We'll read it. А дальше будем читать по мере продвижения. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. 12. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу, сложное слово, на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим дома своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Числитесь на агнца, а агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрания общества израильского вечера, пусть возьмут от крови его и поможет на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть едят его. И не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши, припоясы новых ваши, на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца земли египетской, человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Если увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы или губительной, когда буду поражать землю египетскую, и да будет вам день сей памятен, и празднуйте его на праздник Господню, Господу все роды ваши, и как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. И первый день да будет у вас священное собрание, и 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать ник, только что есть каждому одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресной. Может, поделишься с кем-то еще отрывком, а то большой отрывок. Я уже почти закончил. Давай. Ибо в сей самый день я вывел получение вашей земли египетской, наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб,
И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых, сказал им: берите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху. И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пойдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните сия как закон для себя, для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам. Как Он говорил: соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома наши избавил. И преклонился народ, и преклонился народ, и поклонился, и пошли сыны Израилевы и сделали. Как повелел Господь Моисею, Аарону, так и сделали. Вот, полный Господь поразил первенцев в земле египетской, первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородные из скота. Вот. В следующий раз, если больше 10, лучше, делиться по 10. Я так буду читать на ужасе, может быть. Хорошее дело, да. Lots of practice. So we are, last time we were together, we talked about the final plagues and then the threat of the 10th plague that was coming. We talked about plague 8, 9, and then the threat of 10, I guess. В прошлый раз мы с вами говорили про 9-ю казнь, разбирали ее, и о том, что надвигалась последняя казнь, 10-я. And so we find ourselves in chapter 12 here, where the Israelites are preparing for this final plague that God is going to send. И сейчас мы с вами в 12 главе, там, где израильтяне начинают готовиться к тому, что Господь даст вот эту последнюю казнь, смерть первенцев. Yeah, I remember back in chapter 11, verse 4, we learned that God is going to kill every firstborn in Egypt, from the high as the Pharaoh to the lowest slave, and including, the firstborn of the cattle. Вспоминая из 11 главы 4 стих, да, мы помним, что Бог обещал пройти ночью по Египту, и умрут все первенцы в этой стране: первенец фараона, восседающего на престоле, и первенец рабыни. And so in chapter number 12, now we're receiving the directions for how the Passover is to take place for the people of Israel. И вот сейчас в 12 главе мы видим, что Бог дает указания своему народу о том, как нужно отмечать Пасху. And so these are very important directions, obviously. Это очень важные указания. The penalty for not following the directions is very severe, right? The firstborn in the household is going to die. И наказание за нарушение всех инструкций к соблюдению Пасхи, они достаточно суровые, да, когда истребление из народа. And we see at the end of the passage we just read today that the Israelites did take it very seriously. Right in verse number 27, it says they bowed their heads and worshipped. And in 28, it says they went and did what the Lord commanded, right? И мы видим, что израильтяне очень серьезно отнеслись к этим предписаниям Бога о том, что нужно делать на Пасху. В 27 стихе мы увидели, да, что они пошли и сделали все в точности так, как Бог повелел. Right, so in chapter 12 here, Moses begins with this kind of big set of instructions for the people. Итак, 12 глава начинается перечнем таких инструкций, да, что делать. And actually, these instructions are important for probably two reasons. И эти предписания, они очень важны по двум причинам. First of all, think about these are the instructions that the Israelites received that right before the Passover came. So it was important for them to understand what they were supposed to do that evening. Израильтяне должны были точно понимать,
прям детально, под мельчайших деталей, что им нужно будет сделать вот в этот пасхальный вечер, пасхальную ночь. But think about, if you can or if you know, think about the position of the Israelites while Moses is writing this down, right? Where are they located when he's writing? Ну, давайте подумаем, какое положение, Kind of their physical location and maybe their spiritual location. Where are the people of Israel at while he's writing this? Давайте подумаем, какое положение занимал израильский народ вот в то время, как вот Моисей сейчас им пишет вот эти указания о Пасхе. Скажем, физически, географически, какое положение, да, и... Because maybe spiritually or... Духовно, социально, вот какое положение они, в каком положении находились? Because it's kind of interesting. He's in one sense he's writing to the Israelites and he's relating the story of kind of like the immediate time before the Passover, on one sense. Потому что с одной стороны вроде как все эти указания о Пасхе, которые Моисей им передает, они пишутся непосредственно тому израильскому обществу, которое вот сейчас перед ним находится и собирается покидать Египет. But when is, jog your mind a little bit, when is Moses actually writing this? Where are the people of Israel? Но когда Моисей уже записывал эти инструкции, уже прямо оформлял это в текст, да, то есть где тогда находился израильский народ? Where was Israel when Moses wrote the book of Exodus? Where were they located? Where was he? Nobody knows. Где, да, находился израильский народ тогда, когда Моисей уже писал книгу, записывал книгу Исход. Right, so they're in the Pustine, right? They're in the desert. And how long have they been in the desert? Да, спасибо за ответ. И как долго они находились в пустыне? 40 years in the desert, right? And when was the last time they celebrated Passover? Does anyone know that? И когда последний раз они отмечали Пасху? Yeah, so they celebrated Passover 40 years ago after they get this writing, right? They celebrated on the day it happens, they celebrated at Sinai a year later, and then 39 years pass until they celebrate Passover again. Да, то есть получается перед выходом была непосредственно, да, пасхальная ночь, потом через некоторое время у горы Синай, там буквально через совсем немножко, и потом 39 лет в пустыне, без всяких праздников. Забыли. So it's important for them to have these directions. That's why the directions are kind of written here as though they don't know them, because they don't know them, right? Probably they haven't followed them in so long. Вот, поэтому так важно было записать детальные указания, как что делать, потому что, ну да, люди уже подзабыли, как все происходило. So Moses, in a sense, is helping them go back and celebrate the Passover in the proper way. At the same time, he's telling the story of how the Passover happened. То есть Моисей, с одной стороны, записывает историю того, как происходила первая Пасха, как нужно было ее отмечать, да? А с другой стороны, он напоминает своему народу, что и как нужно делать для того, чтобы правильно отметить этот праздник. And so they're not going to get any, like, well, I guess they do. They get kind of the legal part of Passover. They get that kind of happens when they get to Sinai, but this is happening in Egypt. So Moses and Aaron are in the land of Egypt in verse number 1, and God is talking to them, giving them directions of what's going to happen for the actual Passover during the plague. Ну вот, судя по первым стихам, да, 12 главы, Господь сказал Моисею и Аарону, как нужно провести вот эту пасхальный вечер, пасхальную ночь, и это как раз касалось того времени, когда они пребывали в Египте еще. And so God sets this up from the very beginning as a very important point in the history of the nation of Israel by, in verse number 2, starting the year from that day. Бог с самого начала обозначил это событие очень важным событием для израильского народа, поскольку сделал этот месяц, во 2 стихе читаем, этот месяц должен быть для вас первым из месяцев, первым месяцем года.
То есть вот таким образом Бог показал, насколько это важно. And so, you know, it's as important as New Year's is to us. Celebrating New Year's back then for people in general was also important. It marked an important part of the year for them, normally after the harvest. Так же, как для нас сейчас достаточно важным праздником является Новый год, начало Нового года, да, также и для людей в то время начало Нового года было очень важным, и обычно они отмечали его After the harvest of the fall, yeah. после урожая осени. And so after the harvest in the fall time, the fall, there was oftentimes the beginning of the new calendar year as they waited for the spring to come. And То есть осень всегда считалась отправной такой точкой Нового года. And so this, though, for the Israelites, they firmly have changed their beginning of the new year into the springtime, which is the month of Nisan, which will be in March or April. Здесь же мы видим, что начало года Бог переносит на месяц Нисан, это где-то март-апрель, то есть это весна. And so their fall festival would have been in the 7th month, which would have been like what, October? Еще где-то там больше, чем через полгода ожидается их Новый год, но тут им передвигают начало Нового года на месяц Нисан. Right, so their actual year begins with this remembrance of God freeing them from slavery to Egypt. То есть начало года должно отмечаться в честь этого события, в честь их выхода из рабства. And so on the verse number 3, we start to get some more directions. On the 10th day of the month, of the first month of the year, they're supposed to take a lamb and set it aside. И далее пошли детальные инструкции в 3 стихе. Мы видим, что нужно делать общине Израиля в 10-й день этого месяца. And so a lamb at that point in the springtime would have been a year-old lamb, basically, because lambs are born in the spring. The following spring, they're taking the male lambs to use for the Passover. Получается, что как раз к этому времени те ягнята, которые вот весной рождаются, они достигают однолетнего возраста. And they were to each household was to take a lamb, right, for their own household. Итак, каждая семья должна взять по ягненку. And we see here that the households, if they're not large enough, they're going to combine with their neighbors, and they're going to all come under one roof in one house, and they're going to eat this lamb and the Passover meal together. А если семья какая-то будет очень маленькая, то они должны скооперироваться с соседями, с ближайшими, собраться под одну крышу и съесть этого вот ягненка все вместе. And so we see God is going to ask them to bring a male lamb, right? In verse number, in verse number 4, right? Verse number 5. Lamb without blemish, it's to be a male 1 year old. Конкретно оговаривается, какой должен быть ягненок. В 5 стихе, да, мы читаем, что ягненок должен быть без телесного изъяна, годовалый. And it can be it says from the sheep or the goats. Мужского пола, вместо ягненка можно взять козленка. And so as we look back, you know, from our Christian point of view, we see kind of the symbolism of the sacrificial lamb that's without blemish, that's going to be pointing ahead to Christ. И мы понимаем, если мы смотрим на символы, да, вот этого стиха, мы понимаем связь с Новым Заветом, да, то есть без изъяна, указывается на совершенную жертву Иисуса. There's another young perfect male that's going to be sacrificed to God, right? Совершенный мужского пола. That points us toward Christ. И это тоже указывает нам на Христа. Хотя далеко от кассы, как что слово агнец, понятно. Вот агнцу слишком много твердых согласных подряд. Я вот пока читал, я сам на это что. А если я потом потренируюсь, Russian is a hard language. Вообще классно. Русский язык очень трудный язык. Да ладно. Right, so they're to divide themselves up according to the number of people, so that they have the right amount of lamb for the right amount of people, and they're going to keep this lamb that they pick on the 10th day. They're going to keep it in verse number 6 until the 14th day.
Итак, возвращаемся к ягненку. Значит, должны взять на семью, рассчитать, чтобы съесть его полностью, да. И, значит, дальше идут инструкции. Дождитесь 14-го дня этого месяца. And we even see this like when we think about back to the Easter, like the Holy Week, that, you know, when Jesus came into Jerusalem was the day they would have been bringing the lambs into Jerusalem and picking out the lambs that they were going to sacrifice 4 days later, which is when Jesus went to the cross. И вот давайте мы сейчас снова перенесемся в Новый Завет, вспомним, как Иисус прибыл в Иерусалим, да, и он как раз вот вошел в Иерусалим на 10-й день, то есть все приобретали агнцев для того, чтобы через 4 дня, вот на 14-й день принести этих агнцев в жертву. And then everyone, like the whole assembly of Israel, all this is going to happen all simultaneously at all the homes. They're going to kill their lambs at twilight, and then they're going to prepare the Passover. You know, the whole Passover meal process is going to start. Вот. И все общество Израилева, да, должно было принести всех этих ягнят в жертву, чтобы начался вот это самое событие Пасха. And so this meal takes place at night. Пасху ели ночью. It took place always during the full moon, right? Because the Hebrew calendar was based on the lunar cycle. Обязательно это происходило в полнолуние, потому что все действия в Израиле происходило по лунному календарю. Right? So they would have had kind of the maximum amount of light to celebrate. И при луне им нужно было как можно больше света. It would also kind of coincide with the fact that the actual 10th plague came at night, right? So they're following a memorial process that kind of reflects what actually happened that evening. И на будущее, то есть почему вот дано сразу же указание, как Пасху отмечать на будущее, вот именно ночью, да, потому что это как бы возвращало прошлое, напоминало, что тогда это происходило именно ночью. Right. So when they kill these the lambs that night, they're supposed to make sure they save some of the blood. И когда они зарезали ягнят, то нужно было мясо обязательно хранить отдельно. Right. And they're going to use this blood to decorate the doorpost on the side and the top of the what they call the lintel of the house. Кровь должна была им пригодиться для того, чтобы помазать косяки дверные. And then they need to, verse number 8, eat the flesh that night. It's supposed to be roasted on a fire. They need to eat unleavened bread and bitter herbs. Что нужно было сделать с мясом? Читаем в 8 стихе. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне с пресным хлебом и горькими травами. And again, all these things are looking back for them to that evening of the Passover and how they celebrated the Passover meal. И все вот эти детали, они предписаны были для того, чтобы люди постоянно вспоминали вот ночь самой первой Пасхи. Right? None of it's number 10 to be wasted. There's nothing to be remaining until morning. If there is, they need to burn it up. 10 стих. Ничего не оставляйте до утра, что не съедите к утру, то сожгите. Right. So think of the effect of this. They weren't going to be packing up any meat to take with them to eat the next couple of days while they were on the trail, so to speak, when they actually leave Egypt. То есть им нельзя было ничего упаковать и взять с собой, как говорится, в дорогу, да, нужно было без этого отправляться. It's really going to increase their dependence on God as they venture forth into the wilderness. И это усиливало, подчеркивало их зависимость от Бога, когда они шли, вот без всего шли в пустыню. Right, and in verse number 11, in memory of that evening, because they left in a hurry, right? They ate their meal, and basically the Egyptians chased them out of Egypt that following morning. They're to eat it like they're ready to leave. Belt fastened, sandals around your feet, your staff is in your hand. You're ready to leave at any moment. Вот. И как еще нужно было, каким образом нужно было есть свою пасхальную еду, да, в 11 стихе мы читаем, подпоясавшись, обувшись с посохами в руках, с поспешностью есть его, это Пасха Господня. То есть нужно было воспроизвести вот это вот
состояние, вот это впечатление самой первой Пасхи, что египтяне, как говорится, уже почти по пятам гонятся за ними, да, и поэтому они так быстро все должны сделать. So verse number 12, what are the Israelites protecting themselves from? In verse number 12. В 12 стихе мы видим, от чего израильтяне вот всем вышесказанным себя защищают. От чего они себя защищают. 12 стих. В эту ночь я пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране, и первенцев людей, и первенцев скота. Это будет мой суд над всеми богами Египта. Я Господь. What are they protecting themselves from? Итак, от чего они, это вопрос, от чего они себя защищают. What's going on that evening? Что происходит, что должно произойти этой ночью? Смерть первенцев, при этом абсолютно всех. И у кошечки, и у мышки умирают все детишки. Не все, а один первенец. So what is God handing out that evening? He's killing the firstborn, yes. Да, Бог в эту ночь намеревается убить всех первенцев в этой стране. Right? He's bringing judgment to Egypt. То есть на Египет приходит суд Божий. He's going to be judging the people of Egypt, and he's judging the gods of Egypt. И Бог будет судить как людей египетских, так и богов египетских. And he's going all through Egypt. I mean, the Israelites aren't really exempt from this plague, if you think about it. Everyone is going to could be killed by this plague if they don't follow the directions and put the blood on their door. И Бог намеревается пройти по всему Египту, и никто не будет исключением, если не помажут свои косяки своих домов кровью жертвенного пасхального агнца. So everyone is headed towards judgment, really. То есть здесь все подлежат суду. But God is gracious to his people and provides them a way out. Но Бог милостив к своему народу, и поэтому Он дает им путь для спасения. And again, this is we can take this as looking forward to the work of Christ, right? We are all, if we don't believe in Christ to take our sins from us, we're all headed to judgment. That's our natural direction. И опять же нам это напоминает, указывает на жертву Иисуса Христа, потому что все мы, если мы без Христа, мы все направляемся прямой дорогой к смерти, к уничтожению, к суду Божьему. But God in His grace has decided to choose to extend grace and salvation to His people. Но Бог милости своей предоставляет своему народу спасение. And we see the blood of the Lamb again pointing forward to the blood of Christ that covers us as believers from God and protects us from God's wrath. И кровь ветхозаветного ягненка, да, вот в этой первой пасхальной ночи, она указывает на кровь Агнца Божьего, которая покрыла нас и искупила нас от гнева Бога. And so he says in verse 13, the same thing, the blood is a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass you over, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. В 13 стихе мы читаем: «Но ваши дома будут помечены кровью, и я, увидев кровь, пройду мимо, и поражу Египет, но вас минует удар смерти». Кровью Иисуса Христа наши косяки все покрыло. Игра стала, да, косяки, тогда косяк такой был, а сейчас косяки другие. И за дверью спрятались. Иисус опять есть дверь. Полный символизм. It's so symbol laden we could spend all night Да, такой looking at символизм. the symbolism from these passages when you really stop to think back through them. Ты начинаешь это разбирать, на самом деле столько символов. But for them at that time, they just had to understood that God was being gracious. They needed to follow directions. They needed to believe God was going to do what He said, and believe they would be safe if they followed His directions. Но в тот момент, на том месте, в то время им нужно было только услышать, что Бог сказал, и послушаться Его, и сделать то, что Он им сказал, потому что именно Бог их
хотел спасти вот в этой ситуации. Именно с ним они могли быть в безопасности. And so God's going to then continue on with some more directions for how they're to celebrate this this feast that He's establishing. Дальше Господь продолжает описывать, продолжает дать указания. Because we have this kind of combined holiday it starts off on Passover for the Passover meal, but it's just kind of combined into the 7 days of the Feast of the Unleavened Bread, right? They kind of are they're separate, but they're interchangeable, right? Здесь получается такое слияние двух праздников. Начинается все с Пасхи, вот с этого самого Пасховера, да, еврейского. И в течение 7 дней идет неделя, праздник опресноков. And so during the extended part of the 7 days that would begin, from the Passover meal, they would eat unleavened bread for that whole week in remembrance of the God bringing them out of Egypt. И вот в течение этих 7 дней, вот это праздника пресных хлебов, да, в 15 стихе читаем, 7 дней вы должны есть пресный хлеб. Да. То есть это должно было делаться воспоминание того, как они покидали Египет с пресным хлебом. And so the beginning of the celebration, now this idea of leavening is kind of an important one to understand, right? You get a little bit of leavening or a little bit of yeast into the any kind of dough or whatever, it automatically starts to grow and spreads all the way through it. Вот здесь, значит, у нас говорится о закваске, о квасном или о дрожжах, да, и вот эту идею, ее нужно, да, так вот понять хорошо, что такое физические вот эти дрожжи, то есть вещество, которое в небольшом количестве, будучи положенным в тесто, поднимает все тесто. And that's why they would take the leavening out of their house just to even prevent any accidental contamination, because if you have leavening in your house, there's always a chance that it can get in the air and get into your dough or something. И почему нужно было убрать все квасное из дома? Потому что технология изготовления дрожжей в то время была такая, что если даже небольшая часть дрожжей, небольшое количество дрожжей находилось в доме, они могли куда-то проникнуть в это тесто, в этот хлеб, да, и заквасить его. And so we come to verse number 14, number 15. It says to take the leaven out of your house, right? And if you eat what is leavened in that time from the first day until the 7th day, it says you shall be cut off from Israel. Вот дочитаем до конца 15 стих, да, и увидим, насколько серьезное было предостережение против вот этой самой закваски. Первый же из этих дней удалите закваску из своих домов. Всякий, кто в эти 7 дней станет есть дрожжевой хлеб, будет отторгнут от народа Израилева. And so what does it mean? What do you think of when you think of this idea of, it says here, you're being cut off from something? Как нам кажется, что это значит? Будет отторгнут от народа Израилева. Yeah, it's kind of a cool question. Да, это вопрос. Ибо перестанет считаться членом Божьего народа. Вряд ли все. По крайней мере, духовно. So this idea of being put outside of God's people, right? You're not considered one of God's people. It could be killed, right? I mean that's kind of extreme. Normally if you're cut off in this sense, it means that you are outside of the group, right? Ну да, убить может быть это очень экстремально, но точно, что выдворят тебя из состава народа, да, это да. But ultimately the penalty is worse than actually being killed, because it's kind of has an eternal kind of component to it, right? It's not just being cut off from the people, but you're cut off from God's covenant, right? So Но быть изгнанным из среды своего народа физически, это как бы один аспект, да, вот этого, быть отрезанным, да.
быть исторгнутым. Но есть еще и духовная составляющая, быть отвергнутым духовно, да, от своего народа. And so it has this very important concept of being cut off from the immediate benefits of being, among God's children, and from the eternal benefit of eternal life. То есть непосредственно сейчас ты лишаешься преимущества быть с Божьим народом физически, да, и в будущем ты лишаешься преимущества быть со своим народом в вечности. And why do you think this is here? Why is God saying if you don't clean out, if you eat yeast, basically you're going to be put outside of the covenant? Why is that important? И почему, как вам кажется, вот настолько все важно, что получается формулировка такая: те, кто будет есть дрожжевой хлеб, тех изгнать из народа. Ну, здесь написано вообще истреблена. Да. Истреблена, то есть истребить, значит, уничтожить. Во-первых, во-вторых, кто узнал, что он там ночью ел хлеб, это Бог только Бог знает, поэтому Бог его и это, истребит. Нет. Я вот так подумал. Короче, почему все так важно? Предположение можно? Вот говорят, ешь пресный хлеб. То, что есть пресный хлеб, значит не есть, допустим, мясо. Это так очевидно, но дрожжевой хлеб, он же как бы по сути хлеб. Но дрожжи это грибы, то есть он уже не пресный. И вот чтобы эту разницу хорошо показать, нам тут угрожают. Почему это так важно, да? Почему это так важно не есть вот этой самой закваски? Вы про грех имеете в виду? Тут сравнение, наверное, с грехом же идет. Грех, он тоже даже самый маленький может человека захватить полностью. Well, there is this. I think the idea of sin is involved, and yeast has always been, yes, symbolic of sin in the Bible. Yeah, that's true. Да, тут есть тут такой, да, символизм, что в Библии всегда закваска, она символизирует грех. I guess the question is it a sin to eat yeast? Давайте вот по-другому сформулируем вопрос. Является ли грехом употреблять в пищу дрожжи? Нет, но только не в эти 7 дней. Правильно. Right. It's not a sin. It's not a sin to eat yeast the other however many days of the year, except for those 7, right? Да, то есть не является грехом есть дрожжи во все остальные, сколько там у нас будет, 365 минус 10 дней. And why is it a sin? А почему в данном конкретном случае это будет являться грехом? Потому что это уже не пресный хлеб. Бог так сказал, исполняй, не исполняешь, ты будешь гореть в аду. So because God gave them instructions, and the people that aren't following, it's not because you're eating yeast, it's because you're rebelling against God, right? Да, то есть смысл в том, не в том, что есть дрожжи, это грех, а смысл в том, что не исполнять Божьи указания, Божьи заповеди, это есть грех. I think it was R.C. Sproul who said something like, the root of every sin is, at the root of every sin lies cosmic treason, because you're going against what God told you to do, right? You're rebelling against Him. Кто-то из богословов сказал, что корнем всякого греха является непослушание Богу. Like treason, actually, you're kind of like treason is when you try to overthrow the government, or you try to overthrow the higher power. Восстание, да, космическое восстание против Бога. I think Sproul said that one time. And so it's not just the yeast, it's the fact that you're intentionally going against what God told you not to do. Да, то есть дело не в дрожжах, а дело в том, что мы можем сделать то, что Бог нам приказал не делать. То есть не послушание. It's not like if you swallow one small yeast thing, God's gonna cut you off. It's people that are intentionally making bread because they like bread with yeast better than bread without yeast, right? And so they're going to eat it anyway. И понятно, что здесь речь не о том, что кто-то нечаянно где-то кусочек дрожжей ему там надует, да, и он съест, да, а речь здесь идет о тех людях, которые
несмотря на Божьи указания, в эти 7 дней будут специально наперекор готовить именно дрожжевой хлеб, потому что им не так нравится, им плевать на все указания. Правильно я понимаю, что Бог, по сути, мог точно так же сделать повеление есть дрожжевой хлеб, а не дрожжевой не есть. То есть он мог совершенно по-другому. Им бы не хватило дрожжей, они бы умерли с голоду, он предусмотрел. То есть дрожжевой, без дрожжевой легче. Сложнее в изготовлении. Да. Дрожжи сильно греха. Началось не есть с древа познания, вот этот запрет народ, тоже вопрос. А почему нельзя с этого дерева? А почему? Оно же вкусное. So basically, you know, people, they demonstrated their faith in God and their willingness to follow him by their faithfulness in following his directions. Вообще люди демонстрируют свою преданность, свою веру в Бога и преданность Богу тем, что они выполняют Его предписания, Его законы. And this whole lot gets back to this whole idea, like, if you have faith, you'll have works to show your faith, right? То есть, если есть вера, то будут и дела, которыми ты докажешь свою веру. Что-то странно отличается эмоциональная окраска, то есть здесь запрещают есть дрожжи под страхом смерти, как телесной, так и духовной. А вот с последней проповеди про субботу, когда люди пошли собирать манну в эту самую субботу, Бог такой, ну когда же вы поймете то, что меня надо слушаться? Ну, то есть как бы тоже возмутился, но не настолько. Хотя вроде и там люди попытались нарушить. Настроение такое у него было. Бог. So, наверное, все-таки вот про сознательность здесь. То есть, да, наверное, люди с голоду там набирали что-то и нарушали. У них же была еда на 2 дня. Ну, да. Ну а почему, Джефф, почему он так вот прям вот вопрос такой, переведите, почему вот он так прям вот к этому дрожжевому-то настолько жестко? why is he so strict with the yeast? Because it's a symbol pointing back to their salvation, right? I mean, and when he gives the directions on how to celebrate, you follow the directions on how you're supposed to celebrate. Ну, наверное, потому что это будет символ, указывающий на их спасение в дальнейшем, да, а в данный конкретный момент, ну вот, вам дали указания, соблюдайте их. Или как, типа, вот эта неделя, это часть, ну не сказать, что обряда, но вот как бы празднования, и в эту неделю, типа, особенно важно чтить традиции и все такое. А вот когда просто манну собираешь, там как-то не так важно. Хотя, опять же, в контексте Бога вряд ли работает именно так, но судя по тексту... Ну, там они манну 40 лет собирали, а здесь, да, действительно, наверное, эта неделя была настолько концентрация вот, ритуала, исполнения его, а все, что касается ритуала в Ветхом Завете, очень четко регламентируется. Вот, потому что необходимо было народ вот выстроить эту систему религиозных практик всех, и в том числе через праздники. The Jewish calendar is filled with liturgy and symbolic like significance. В иудейском календаре очень много символов, очень много литургии, скажем так, то есть все расписано по порядку, все по правилам. And this whole week is a whole thing, like the beginning with the Passover meal, where every single thing when when they ate the Passover, everything they did was symbolic of something else. И особенно все, что касается Пасхи, да, то есть тут даже все продукты, вот любая деталь, оно что-то символизирует, и все идет в свое время. And so we can't underestimate the importance of removing the leavening and kind of symbolic of, kind of God's people being cleaned and set apart from the people around them. Мы не можем недооценить вот этого момента с закваской, скажем так, да, то есть вот этот момент, когда Божий народ очищен, да, от закваски, от греха и отделен от всех остальных.
народов. Вот это как бы оно невозможно недооценить. And a lot of the things that the Jews did were done specifically just because it set them apart from other people. И очень многие вещи, которые евреи делали, они делали их как бы намеренно для того, чтобы выделяться от других народов. And oftentimes they had other benefits also, sometimes health benefits or whatever, but the main thing was that it set people apart. Часто вот эти указания для них, да, не давались, ну, там, для соблюдения здоровья или еще чего-то, но в основном указания от Бога для своего народа давали для того, чтобы отделить свой народ от других народов. And so when God gives them these kind of guidelines to follow, He expects them to do it because they're doing it for a purpose. Вот. Поскольку Бог знает, для чего Он дает свои указания, то Он требует соблюдения неукоснительного этих указаний от своих людей. Comments, questions? Вот. Давайте вот по тому, что прочитали, обсудили, какие-то комментарии или какие-то вопросы. We'll see here, and coming up in this next verse, that God is kind of, He's more inclusive than we often give Him credit for when we think of the nation of Israel in the Old Testament. As far as including foreigners and sojourners and people that are living among the Jews, right? There are groups of people that aren't Jewish that He's going to include into all of this inside, if you want to call it, the covenant community. И дальше вот мы будем сейчас читать далее указания, которые Бог давал по празднованию Пасхи, проведению Пасхи, да, и увидим, что Он включает и заботится не только, дает указания не только о своем народе, но и также о других людях, которые так или иначе оказались в то время, в том месте. Because it's interesting, when we drop down to verse number 19, we see that anyone eating leavened bread is going to be cut off from the congregation of Israel, whether he's a sojourner or a native person, right? So we see this congregation of Israel has groups in it that are native to the congregation. They have groups that are sojourners, like people that have come from outside to inside, the group that are traveling along with it. В 19 стихе мы читаем такое: «7 дней в ваших домах не должно быть закваски, всякий, кто ест в эти дни дрожжевой хлеб, будь то переселенец или уроженец вашей страны, тот будет отторгнут от общины Израиля». То есть вот здесь мы уже видим, что Бог заостряет внимание на переселенцах, да, на тех людях, которые не принадлежали этнически к народу Израиля, ну, каким-то образом вот жили вместе с ним. Про нас пишут в некотором смысле. Right, so now Moses and Aaron have gotten the directions. They're going to turn around and then they pass the directions on to the elders of Israel, or the leadership of Israel in verse number 21. Далее в 21 стихе видим, что Моисей созывает всех старейшин Израиля и передает им все те указания, все те инструкции, которые он получил от Бога. These leaders are not necessarily old people. They're elders because they're leaders. They're not elders because they're old. И вот эти вот старейшины, это совсем не обязательно самые старые люди в народе, да, они являются лидерами не по возрасту, а по положению. I mean, oftentimes they would have been old because they kind of goes hand in hand. But the most important thing is that they went from Moses and Aaron to the leaders, and the leaders would turn around and teach the people in their areas, and that we would pass all the way through the whole nation of Israel, right? This teaching what they needed to do that night. И вот эти лидеры, они взяли эти указания от Моисея и Аарона и пошли доносить их до народа непосредственно, чтобы каждый человек слышал Слово Божие, указание Господа. And it sounds like this is kind of like all happening very quickly, right? They've gotten instructions to do it on the 10th day. They get the lamb. On the 14th day, they're going to kill it. But it sounds kind of like verse 21. It's hard to tell if that very first time they did it,
probably sounds like they went and got a lamb and they killed it. And everything was going quickly. Boom, boom, boom. И такое впечатление, что это происходит вообще все очень быстро. Вроде бы у нас там было сказано 10-й день, 14-й день, да, но тем не менее такое впечатление, как будто вот сейчас вот они им сказали, Моисей с Аароном сказали старейшинам, и тут же уже выбрали ягненка, и все началось. Right, so when they select the lambs according to their families, right? And they kill it. They take the hyssop and they dip it in a basin, because they've used a basin. Hopefully, they catch the blood from the lamb. Вот, что они начали делать? Начали выбирать ягненка, закалывают ягненка, готовят Пасху, да, берут этот пучок сопа, обмакивают его. And then once they start this whole process, we see that nobody's supposed to go outside. И вот, когда этот процесс, как говорится, начался, да, мы тут видим, что предусмотрено, чтобы никто до утра не выходил из дома. Это конец 22 стиха. Right, so they all gathered. They went to the house where they were going to eat the lamb, and they painted the doors, and they all stayed in. It says until the morning time. That's in verse 22 there, I think. Да. Да, то есть все должны после того, как все это сделают, как помажут косяки кровью, все должны оставаться в доме, никто не выходить. Right, because, and this is the important part, God's going to pass through and strike the Egyptians, right? So if you're outside and not behind the door, you're going to be included in those people that are receiving judgment. И это очень важное указание, потому что если кто-то выйдет за этой двери, помазанной кровью, да, то он автоматически попадает в число вот этих самых египтян и может попасть, как говорится, под руку, да, может его коснуться смерть. And again, God is responsible for all of these plagues. All the way, from the plagues from the very beginning, God is the one who's doing the action. И опять же мы понимаем, что и эту последнюю казнь осуществляет сам Бог. Right, and it says the Lord's going to pass you over, right? Здесь читаем, пройдет Господь мимо этой двери, да, в 23 стихе. То есть сам Бог пойдет, все в его руках. And so then, verse number 24, again, all of these things were going to be passed on from father to son, all the way down through the ages. И в 24 стихе мы читаем, что нужно соблюдать это предписание вовек. Соблюдайте вы и ваши потомки. And this is kind of I think, a model that the Jewish people definitely follow, and we as Christians should be following also, this idea of parents teaching their children and family home education and passing on kind of the creating the continuity of God's people from generation to generation to generation. И вот здесь хороший принцип заложен, да, который и евреи до сих пор соблюдают, и мы, как христиане, должны соблюдать, да, обучать своих детей вот всему Божьему, да, Божьим заповедям, обучать своих детей. Именно поэтому мы, если будем следовать этой заповеди, да, то нам удастся сформировать вот эту вот общность верующих, да, общность, скажем, про себя, да, христианского народа, да, если мы будем передавать то, что мы верим с поколения в поколение. And so nowadays we like to pawn our kids off on the Sunday school teacher or the pastor or someone to give them their biblical education, but ultimately heads of the household are responsible to make sure that happens. И, конечно, сейчас есть и воскресные школы, и родители полагаются на то, что там детям дадут духовные знания, полагаются на то, что пастор их детей куда-то приведет и чему-то научит, да. Но изначально эта обязанность, она возложена Богом на родителей. Может, я не совсем понял. В 23 стихе: «Пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дом ваш для порядка». Губитель
это то враг человеческий, что ему попускает вот это губить. Ну, в переводе Ардуни даст смерти войти в ваш дом. То есть смерть. Губитель это имеется в виду смерти, он не позволит войти. Я смотрю здесь, губитель такой. Ну, Бог-то вроде ничего во вред не делает, да? Значит, это дела-то кого исходит? Well, this is, I think, is the idea that in the English translation it says, I think, what does it say? Destroyer, I think we use, or something like that. Ну, у них, да, тоже разрушитель. Да? Right. But it's this idea, you know, Какая-то личность. Но здесь вот смерти с большой буквы написано. it's like when God presents himself as the angel of the Lord, right? It's God who's bringing the judgment, right? He's not going to allow destruction to come upon his people. It's not a third person that's wandering around with God blocking him, right? It's not like a separate person. Yeah, it's not a separate supernatural destroyer that God has, that he lets loose. Right? Ну, вот, как бы вот тут нету дополнительного действующего лица, Джефф говорит, да, что это отдельный там ангел-губитель. Сам Господь идет и уничтожает, да. Да. Он может. Уничтожает египтян, да, и, соответственно, свои, что под руку не попались, сидят там, где сказали. Я надеялся, что переложил все-таки это грязное дело врага человеческого. We have this idea of we think of the angel of the Lord, but it really means the angel that is Yahweh. It's him. It's a way of him manifesting himself, right? Вот, там же где-то у нас еще написано, ангел Господень пройдет, да, вот Джефф на этом заостряет внимание, что ангел Господень, то есть Яхве, то есть как бы про себя он здесь говорит, если Бог говорит сам про себя. Это даже получается тоже некоторая ритуальность, то есть по сути Бог, он не тупой, он и так видит, кто там из Израиля, а кто нет. По сути, люди не должны выходить просто потому, что им сказали не выходить, так как закваска, не по какой-то реально актуальной причине. Ну, в плане, в мирском понимании. Это очень актуальная причина. Сказали, За дверь выйдешь, тебя убьют. Тут рели совершенно. За дверь выйдешь, значит, ты еще египтянин. Нет, я-то про то, что как бы Бог, он не глупый, он умеет отличать людей друг от друга без крови на косяках. Ой, ну понятно же. Понятно, что мы должны были послушаться. Правильно? Они должны пойти выполнять. Извините, что я своим вопросом вас Просто хороший. Господь вместе шел губить. Ну вот, да, меня вот это слово губить. И не было этого, он говорит, можешь идти. Значит, вот здесь что написано? Что в 11 главе 4 стихе поражающим первенцев египетских язвою губительную представляется сам Всевышний. Между тем 23 стих от него отличается, как орудие казни, особый губитель. По словам некоторых учителей церкви, Иустина, Оригена, блаженного Августина, это были злые ангелы. Указание на что дается в Псалме 77:49. Василий Великий, Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, они разумеют под губителем доброго ангела. Другие непосредственно действия Слова Божьего. И новые экзегеты отождествляют это слово с ангелом Всевышнего, другие видят в губителе просто ангела. Это в интернет залез, просто был реально хороший. Ангелы это кто? Это рабочие духи, то есть, по сути, они выполняют распоряжения. Well, some people think this idea of the angel of the Lord, it's not an angel that the Lord had, but it's God himself, right? Ну, а Джефф цитирует другой комментарий, да, говорящий, что ангел Господень это не какой-то отдельный ангел, да, это сам Бог. It's like the angel Yahweh. It's a way of him manifesting himself as in angelic form. Это как бы манифестация, то есть
английская форма – это манифестация самого Яхве, скажем так. Instead of being a pillar of fire or Вместо того, cloud, чтобы являться там столпом облачным или столпом огненным, он является в форме ангела. he can't in his real form show himself to everybody, right? They'd all died. So Меня слово смутило, не попустит. Оно сразу вспоминается, что Господь попускает в сатане и кого-то там искушать и прочее. Поэтому здесь я увидел, что не попустит губителю. У меня сразу возник образ губителя как врага. yeah. It's not like God lets out some wild mad dog and he prevents him from killing the people he doesn't want to, right? It's God systematically bringing judgment to the people that are deserving of it. That makes sense, yeah? Да, то есть ситуация не такая, что здесь вот эти бешеные собаки, которые сейчас набросятся на людей, а Бог кого-то, значит, там остановит. Нет, здесь все-таки говорится о том, что Бог сам систематически, да, приводит в исполнение те наказания, о которых он говорил. И на этой оптимистической ноте давайте будем уже заканчивать. Мы там еще хотели 13-ю пройти, или хотя бы до половинки, да? Да, заговорились. It is optimistic because really, I mean, he passes over, right, his people. He spares them. He graciously gives them an opportunity to continue living when they all should really be receiving judgment. Вот еврейское название Пасхи, Пасховер, да, пройти мимо. То есть вот здесь как раз вот показано, что Бог проходит мимо. А все можно, да, это переводится? Да, Пасховер. А Пасха, которая вот после Новозаветной, то же самое? И таки Бог проходит мимо домов с косяками, покрашенными кровью. То есть охраняет их. Что хотел сказать? Пасха, которая новозаветная, которая вот была, вот, то по переводу то же самое, то есть там какой-то символизм же. Ну, у нас наше русское слово «Пасха» идет от греческого, который идет в свою очередь «Песах». It's a Hebrew word, yeah. Да, это еврейский. В английском вообще другое слово используется – «Easter», которое имеет непонятное значение, а наша как раз идет… Ну, Passover и Easter реально более различаются, чем Пасха. Я неправильно, как лингвист, разве не так? Правильно. Да. Мне просто понравилось, что непонятно какое значение. Ну, просто Истер либо от восхода, либо от Эстер богини, ну, рассвета, опять же, язычество. Короче, наше слово как раз… воскрес, да? Ну да, поэтому тоже как бы использовали это в германские племена.